Добрый день, дорогие наши зрители. И пятничный обзор мы продолжаем. Мы не останавливаемся. 17 апреля мы начали, как задали темп и движение, так и не останавливаемся. Останавливаемся только по воскресеньям, отдыхаем, так как в субботу-воскресенье рынок достаточно манипулятивный, то уже торгуем в субботу-воскресенье по желанию. Я стараюсь все-таки заходить, приторговывать. Дорогой робот тоже посматривает, и если хорошие появляются позиции, он тоже торгует. Ну а по субботам мы все-таки делаем обзоры, и все, что мы делаем, это так как это наш эксперимент, это ни в коем случае не финансовая рекомендация. Ну и сразу перейдем к делу, перейдем к TradingView. Кто не знает, как зарегистрироваться, приобрести или зарегистрироваться на бирже, пишите, мы сделаем обзор дополнительный, если вам это надо и хочется. Ну вот получается, значит, вчера вечером хотел я еще чуть заработать, зашел на вот этом сетапе, потом с помощью усреднения усреднился вот до этих пор и сидел практически до сегодня вечера вот в этой консолидации. Тут вышел, потому что увидел красную свечу, стремительно движущуюся против меня, и решил прикрыться вот на этом уровне. Сделал зря, мог бы еще там, где у меня цели как раз стояли, монета сходила туда, и было бы намного больше прибыли. Сгенерировал 0.49 USDT, что составило 1,95%, и это была 259-я сделка в лонг. Сейчас зашел в шорт, заходил тоже вот где-то вот здесь, было, показалось мне, что заходил как раз на этом RSI, видел, что все перегрето или монета перегрета, вроде как идет движение вниз, усреднялся. Я смотрю на твои сделки, и мне кажется, тебе нужно заходить наоборот, потому что у тебя стопы на порядок длиннее, нежели твои тейк-профиты. Это вот то, что прям на глаз, прям бросилось, давит на глаз. Ну, что я могу сказать? Ну, наверное, что-то нужно докрутить в стратегии. У меня такие периоды в жизни тоже бывают, когда почему-то ты оцениваешь вроде все верно, как ты говоришь, и RSI внизу, и достаточно много различных сигналов, но кто мог знать, что Илон Маск повздорит с Трампом. Да, но на самом деле я хотел бы показать, какой сетап показывал вчера я. Да. Хочу только добавить, что действительно ты прав, и я вижу по лонговым, все мои лонговые сделки приходится закрывать вот так, а если посмотреть на шортовые, и шортовое движение достаточно хорошо идет, то получается все-таки 1 к 3 заработать. Ну, период такой, наверное, на рынке, да, что все-таки приоритетный тренд шортовый, а есть одно правило на рынке – не торговать против тренда. Но это не сегодняшнего дня разбор. Но если вам будет интересно про тренды и про то, как и почему, там, да, это есть фраза «Trend is your friend», ну, можем об этом поговорить. И вот мой вчерашний сетап, который я нарисовал прямо во время нашего общения, и я говорил, что когда мы выходим и подтверждаем эту линию поддержки снизу, что мы вышли из нее, то жду вот этого снижения. И я его отторговал полностью, хотя, как сейчас уже видно на истории, можно было посидеть еще немного. К сожалению, вот здесь зайти в лонг у меня не получилось, потому что была ночь. Ночью я сплю. Ну, а вот сейчас я наблюдаю, и поскольку вот эта линия, она у нас теперь была поддержкой, а сейчас становится сопротивлением, буду ждать реакцию вот от этой линии, да, и когда мы уйдем сюда, уже ниже, я буду считать, что можно будет взять опять позицию в шорт. Хотя, если удержит, буду смотреть на тест вот этой линии и буду рассматривать лонг. Пока, что упустив вот эту точку входа, не войдя вот здесь, тоже была консолидация вот это, и надо было наблюдать за вот этим вот уровнем. Я в этот момент был слегка занят, но схема рабочая, да, и происходит выход, подтверждение сверху, еще тут было одно подтверждение, и потом мы спокойно идем вверх. Это схема разворота, хотя здесь на 15 минутах и не видно уровня смены тренда, поэтому я пока не вхожу в лонговую сделку, да, и уровень смены тренда здесь совпадает как раз-таки практически с линией, которая была поддержкой, стала сейчас сопротивлением. Но на 5-минутке можем рассмотреть, как мы преодолели поддержку и где она была. Все, кто смотрит нас часто,
знают, что я отмечаю, как правило, зоны, откуда цена пошла к самой нижней точке и откуда цена пошла к самой верхней точке. Ну и в частности сейчас это была вот эта зона, которая, мы от нее оттолкнулись, нарисовали, есть такой паттерн W, вот, потом слегка сконсолидировались и, выйдя здесь, подтвердив сверху, обманули один раз, ну и второй раз уже, когда подтвердили сверху, вышли, сделали истинное движение. Как читать графики, как научиться искать, где мы действительно вышли, где у нас сложный выход, тоже можете писать, сделаем отдельный обзор, хотя на самом деле достаточно сложно, хотя новости выпускают под графики, и есть такое мнение, но довольно сложно просчитать, когда могут повздорить достаточно сильные мира сего. Сейчас консолидация, как я уже сказал, и есть тест той линии, о которой я только что сказал, и, возможно, пока мы поговорим, ее пробьет, подтвердит снизу, и я зайду в сделку. Ну и традиционно мы разбираем еще, поскольку доминация остается в районе 64, и сегодня биткоин достаточно сильно откупали, он показал свою силу, и доминация еще больше выросла. Я покажу свои те прорисовки, которые у меня были. Да, мы сходили чуть дальше, нежели была моя прорисовка, и когда мы с тобой общались вчера, вот мы штурмовали, по-моему, вот эту оранжевую линию, и у меня был вот такой сетап. Ходили мы ниже, поскольку я также говорил об этом имбалансе уже неоднократно. Можете, кто смотрел, те знают, кто не смотрел, те пересмотрите и поставьте себе напоминание, колокольчик, чтобы не пропускать наши обзоры. Ну и на биткоине, что я вижу на 4 часах, вот эта вот линия, которая у меня была поддержкой в прошлый раз, да, и на основании которой я рисовал либо в одну сторону мы пойдем, либо в другую сейчас, была пробита ценой, и, возможно, закрепление, и, возможно, вот этот вот сетап будет снова актуален вот отсюда. Посмотрим на следующем обзоре, прав я или нет. Ну, не обязательно все вот эти вот движения будут такими, как здесь прорисовано сейчас, возможно, как-то будет немножко вот так. Посмотрим. Но всегда слегка касаемся эфира, поскольку ждем альтсезона. О нем могу сказать, он тоже достаточно хорошо вчера сильно держался, но вместе со всем рынком пошел. И у него все-таки еще до уровня смены, который я считаю, что будет вот здесь, есть путь. Вот здесь у него будет сопротивление. Но посмотрим, он возвращается в базу, хотя, если так чисто технически, да, выход из базы у него был вниз, либо же он рисует более широкую базу. Вот так, возможно. Ну и в любом случае, в любой базе есть место, откуда мы пошли к нижней и откуда мы пошли к верхней. Так вот, здесь оранжевую, это откуда мы в прошлый раз ходили к нижней части цены, а сейчас у нас это будет вот эта зона, и у нас практически совпадает, откуда мы пошли к самой верхней и откуда мы пошли к самой нижней. А вот такой обзор биткоина, эфира, магика. Мы можем с тобой увидеть, что уровень можно поставить вот сюда, и я бы следил за ним. Ну, плюс-минус, вот, наверное, все-таки больше сюда. Хотя здесь тоже есть сильный уровень. Можно ни туда, ни сюда поставить где-то посерединке, вот так. Мы в эту цену уже касались ее, да. Да. Мы можем еще раз попробовать и пробить вот так. И тогда твой сетап отменяется. Можем, конечно, сделать вот так и сходить, ну, здесь, скажем так, есть куда сходить, но не знаю, пока мы растем, пока вроде как, пока не знаю, пока не могу тебе сказать. Нужно смотреть реакцию от этой оранжевой линии. Может быть, на младших таймфреймах будет немножко понятней. И, ну, вот здесь мы уже прошли. Здесь она немножко ниже, да, из-за того, что цена здесь немножко колебалась. И здесь мы прошли уровень смены, и ты, наверное, заходил от него, да? Да. Вниз у тебя отрисовано. Да. Возможно, это выход ненадежный, да, и мы еще вернемся, и здесь вот есть имбаланс. Перекрыв его, возможно, потом только оттолкнемся вверх. Поэтому вполне возможно твой сетап отработает. Я не буду тебя разубеждать. И здесь все-таки в защиту, сейчас я секунду перейду, в защиту твоего сетапа говорит, поскольку мы говорили про тренд из Real мы можем провести вот такую линию нисходящую, которую мы тоже пока не пробили.
Вот такую линию мы можем нарисовать. Это нисходящая по 3 точкам, по всем правилам технического анализа, да, которые многие говорят не работает, но надо же во что-то верить, потому что главное верить, как говорит один мой друг. Поэтому верим в твой сетап, ждем реакции от этой линии. И спасибо большое, как всегда, было очень интересно, полезно. Поддерживайте, зрители, наш канал, поддерживайте то, что мы делаем. Конечно, это делаем мы для себя, но любая поддержка ваша будет расцениваться еще с большим энтузиазмом. К тому же пишите, что вас интересует, и постараемся ответить и рассмотреть все ваши вопросы. Ну и до завтра тогда.